Я приветствую вас, представители знака зодиака Телец. Прогноз Таро на 10 дней, на декаду с 1 по 10 апреля. Узнай будущее. Чего ждать? В эти 10 дней чего ждать? Давайте с вами рассмотрим через подсказки карт и узнаем. Постепенно завершается ретроградность, большая ретроградность. И в апреле месяце Меркурий ретро до 7 апреля, а Венера – планета-управитель ваша, мои дорогие тельцы, до 13-го, несколько позже, закончится ретроградность уже во вторую декаду. Но уже к окончанию даже этой декады для нас могут проясняться некоторые вопросы. Или то, что было на паузе, или то, что было в задержках еще по ретро Меркурию, тоже постепенно начинает набирать темп. И к окончанию мы можем рассчитывать на то, что уже видим более четкую либо информацию, либо наши собственные позиции. И то, что создавало для нас путаницу, теперь тоже постепенно как отступает. Постепенно все встает на свои места. Или вам, мои дорогие тельцы, будет более очевидны многие детали, или какой делать выбор. Вот давайте с вами узнаем. В нашем традиционном раскладе 10 дней, не такой большой срок, но тем не менее, это все-таки период нашей жизни. И у нас две колоды. И первая у нас сегодня Ленорман, но такая своеобразная колода, цыганский оракул Ленорман. Очень специфическая трактовка, и тем не менее, попробуем ее переложить на наши жизненные задачи и останемся реалистами. Любой прогноз или расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Мы не выносим вердиктов, мы предполагаем, размышляем вместе и допускаем развитие альтернативных вариантов событий. Самое главное, я надеюсь искренне, что мы с вами проведем приятное время. И, глядя на метафору карт, продумывая какой-то свой вопрос, подсказки все же вы получите. Мы достанем вот из этой колоды 6 карт и посмотрим, в каком направлении они нам раскроют события ближайших дней, события ближайшего будущего. С чем для вас, мои дорогие тельцы, это будет связано? Итак, что ждет? Что же вас ждет? С чем это будет связано? С какими сферами жизни? С 1 по 10 апреля. События ближайших дней. События ближайшего будущего. Вот эту хочу карту достать. И дополним картами Таро. Первая карта у нас будет называться неожиданность, неожиданные события. С чем, опять же, связано, с какой сферой жизни, в чем это может выражаться. Возможно, это и ваше какое-то решение, которое будет тоже для вас несколько неожиданным, потому что сложатся так обстоятельства. Мы ведь говорим, путаница постепенно отступает. И если вы сейчас видите выход, может быть, этот выход будет для вас альтернативен и неожиданен тоже. Что вас будет радовать или что получится у вас осуществить? Одним словом, в чем вы наиболее ресурсны, что вам помогает. И далее, сфера ваших достижений, работа и деньги. Что нам расскажут про личную жизнь? Что меняет вашу жизнь или что изменит вас? С чем это связано? И достанем карту совет. Давайте раскроем. Что же нам подсказывают маленькие карты? Ученый, так называется эта карта. Значит, и вы что-то будете изучать. Возможно, вы будете анализировать где-то, как и прежний опыт, поскольку ученый, понятно, что это какие-то знания, это жизненный опыт, но это еще и альтернативные варианты или какие-то новости. Возможно, вы будете просто работать с информацией и что-то перепроверять. Явно вы хотите решить какую-то задачу, и я не могу сказать, что выход вы уже видите или сложившегося положения, или вот то, что вы надумали, тельцы, осуществить, оно пока тоже, что-то не прояснено. Возможно, это какая-то многовариантность. Или вы ищете, каким образом, к примеру, кто-то банально ищет работу, да, и рассматривает несколько направлений. А для тех, у кого личное дело, бизнес, каким образом это обустроить. Может быть, вы собираетесь переезжать, и тоже вы что-то изучаете. Опять же, много вариантов, и нужно изучить каждый
перед тем, как вы вынесете вот этот самый либо вердикт, либо придете к окончательному выводу. Поэтому работа с информацией – это точно вот в эти 10 дней. Но что-то телец задумал. Уже знает в конечном итоге, как минимум, это как, знаете, конечная точка маршрута. Это будет для вас абсолютно точно, чем вы будете заниматься, или какой ваш приоритет, или ваша задача какая-то. И это, ученый, если нам выпадает, это не совсем в разрезе этих 10 дней. Это не есть что-то мелкое. Это что-то более глобальное. То, что вы собираетесь осуществить. Но вот методы, каким образом, что мне будет помогать, может быть, план А, план Б, план С, детализировать и рассмотреть каждый в отдельности, чтобы потом какая-то общая канва более стройная у вас была прояснена. Смотрим вторую карту. Подарок. Может быть и подарок, почему нет? Ну, какие-то, как и получение денег, или действительно, может быть, кто-то в ваш адрес знаки внимания какие-то будет проявлять. Это может быть и какая-то радостная, неожиданная новость, которая будет как подарок. Или какое-то согласование документа, почему нет? Подарок – это то, что мы не ожидали, это где-то приятная неожиданность. Ну, а для кого-то буквально в личной жизни какие-то подарки, комплименты, приглашения, предложения. Но, одним словом, есть повод для радости, мои дорогие, это точно. Откроем еще одну карту. Удача вам сопутствует. И есть, ну, видимо, тот контекст, который вам нужно изучить. Почему? Потому что, смотрите, следом выпадает подарок, и мы говорим, это приятная неожиданность, возможность, будем говорить, а еще следом выпадает карта удача. И здесь сразу вот как сама по себе какая-то фееричная обстановка, да, когда больше вдохновения, или какой-то, как легкость на подъем, или когда мы чувствуем себя ресурсными, ну и где-то тут с деньгами тоже прорисовано по этой карте, поэтому, может быть, некоторые вопросы, которые были связаны с материализмом или с банками, может быть, у кого-то закрытие кредитов, ну, переложим на нашу жизнь, или сама по себе возможность нового заработка, или вы, как удача, увидите какой-то альтернативный вариант для вас в плане изучения какого-то нового направления, и поймете, что да, вот это то, чем мне хочется заниматься. И еще и к этому, как внешние силы, судьба вам способствует, словно открывают нужные двери, или, может быть, вы встречаете нужных людей, или вы находите нужную информацию. Но удача, она присутствует в эти 10 дней. Будьте внимательны, мои дорогие тельцы. Изучить что-то стоит. Ух ты. А тут ищущие удовольствия. Поэтому будьте внимательны дважды. Вы можете оказаться среди тех людей, хотя вот все 3 карты вовсе не об удовольствиях говорят. И где-то и телец не думает об удовольствиях. Но кто знает. Вы можете контактировать с такими людьми, которые вам могут приносить разного рода информацию. Помним, ретро-Меркурий. И здесь может быть как и фейк, тут может быть и какая-то концепция новостей, которые специально кто-то надумал вам подать и говорить, например, что какой-то проект перспективен, или о том, чтобы вас склонить, чтобы вы участвовали в каком-то деле. Люди ищут удовольствие или хотят, иными словами, продвинуть себя, для себя получить какие-то бонусы, и поэтому тут вам ни в коем случае нельзя замечтаться. У вас эти 10 дней проходят достаточно ресурсными. И кто знает, может быть, это у вас уже кто-то как ждал. Или, я имею в виду, ждал возможность, может быть, какая-то встреча будет у вас, да, все-таки нам 3 тут показаны. И действительно, находясь в каком-то коллективе, может быть, это и ближайшее ваше окружение, а может быть, это и те люди, которые, как далекое окружение, какой-то социум, нам ведь по этой карте не говорят. Близкие это люди или как раз не близкие, а просто наши контакты. Но есть те, которые на вас могут смотреть как на ресурсного человека, потому что вы таковыми и являетесь. Но люди хотят свои какие-то гештальты закрыть, либо буквально получить какое-то удовольствие или ваше участие в их жизни. Будьте внимательны, здесь это как какой-то чересчур может проходить. Что же еще? Ожидание. Может быть, ожидание какого-то документа. Наверное, добрые дела наспех не делаются.
С одной стороны, согласившись на какой-то и не просчитав проект, или согласившись кому-то помогать, или участвовать в каком-то деле, мы можем себе поставить наши дела на паузу. И будьте внимательны, по ожиданию нам опять же не говорят, пустое это ожидание, или мы ждем конкретный регламент, документ. Вот здесь и такое ведь может проходить. Поэтому, вы знаете, такая какая-то, может быть, зыбкая почва, по крайней мере, в один день из этих 10. Когда вы можете, вроде бы и настрой у вас самый серьезный, более чем, но поддавшись, может быть, эмоциям, согласитесь на что-то не то. Или, словно, не в ту сторону завернули, вот такое я могу допустить, и после этого следует какое-то ожидание. То есть явно удовольствие искать не следует. А те, кто к вам приходит, даже, может быть, с подарками, с какими-то предложениями, фильтруйте, мои дорогие тельцы. Для вас это, наверное, будет означать более прочную позицию. Помните, если в наш мир, в наше пространство, как заглядывает удача, или существует время, когда у нас и правда что-то получается сделать хорошо, и нам всегда хочется расслабиться. Почему-то кажется, что так будет всегда. А это очень короткий промежуток времени, когда мы должны из этого какого-то, пусть небольшого бонуса, переложить в какое-то прекрасное продолжение. Поэтому тут, наверное, период не до ожидания и не до удовольствий. Хотя я могу предположить, по ожиданию, может быть, вы будете ждать получения какого-то документа, поэтому если это регламент, то тогда следует к этому отнестись, вот так, рассудительно, здраво, спокойно. Давайте откроем еще одну карту. Смотрите, насколько противоположная. Тут есть как и удача, как и возможности, как и изучение, так и есть возможность соскользнуть во что-то не то. Через удовольствие, может быть, контакты с теми людьми, которые больше заинтересованы в вас, нежели вы заинтересованы в них. Поэтому ученым нужно быть буквально, фильтровать любую информацию, или то, что вы сами находите, или то, что приходит в вашу жизнь с разного рода людьми, оценить правильно вот это ожидание, что же оно на самом деле означает, чтобы не было вот этой пустой надежды. Вот посмотрите, как нам в этой достаточно старой колоде нам изображена надежда. Словно мы как пленники этой самой надежды. Опять же, ожидания могут быть и пустыми, а надежда может быть ложной. Мы можем ждать того, кто не придет, или мы можем ждать того, кто не откликнется, или мы можем рассчитывать, допустим, на то, что нам было обещано. И вот, видимо, вот этот баланс, мои дорогие тельцы, смотрите, 6 карт. Верх один, а низ совершенно другой. Вот вам как будто демаркационную линию между прошлым и будущим нужно провести. И вот этот весь дисбаланс, который вас ставит в тупик или заставляет вас чувствовать себя неуверенно, вам нужно как-то исключить или свести к нулю в вашей жизни, потому что на кону что-то очень важное. И тут не время для, повторюсь, где-то даже для веселья. Я, по крайней мере, вижу вот этот период, он каким-то очень может быть для вас знаковым, когда перед вами открываются совершенно новые возможности. Но мы ведь часто не замечаем, мы думаем, вроде как колесо истории пошло наверх, да, и вот теперь это тот период, который будет продолжаться достаточно длительно. А нет, нам тут говорят о том, что жизнь скоротечна. А вот эту удачу или колесо вашей истории, которое идет сейчас наверх, здесь потом приходится удерживать прочно в ваших руках. Неожиданность. Королева чаш. Здесь могут быть неожиданные новости или внимание какое-то к вам. Я могу такое предположить со стороны ваших близких. Это карта любящего человека. Это можете быть вы сами. Ваша любовь, ваш любимый человек, ваш супруг, супруга. Неважно, по полу мы карту не рассматриваем. И это искренние отношения. Это те люди, которые, вы им не безразличны, это уж точно. И неожиданности могут касаться именно дел либо семейных, либо вашей личной жизни. Не говорят нам о чем-то со знаком минус, но и однозначно не говорят со знаком плюс. Больше говорят, что неожиданности, которые вас могут посетить, они либо
со стороны чувств, либо со стороны вашей личной жизни. Очень интересно. Давайте посмотрим, а что же вас будет радовать или в чем вы ресурсны, что у вас получится осуществить, добрые вести по поводу какой-то конфронтации, по поводу того, что был какой-то, может быть, неприятный разговор, или это вам что-то не нравилось прежде. По пятерке мечей это явно ситуация, которая постепенно кумулировалась, и в итоге она достигает своего апогея, когда либо что-то может перерасти в конфликт, или когда мы хотим осуществить именно по-своему, а с нами не согласны. И тем не менее, вы ресурсны продолжать в одиночку какое-то дело. В то же время по пятерке мечей все же наша позиция, мы спросили, в чем ваши ресурсы или что вас будет радовать. Какая-то первая победа может закончиться, конфронтация может закончиться. Может быть, закончится конфронтация, как ссора с близким человеком. И в этом вы ресурсны. Ресурсны не потому, что вы у кого-то просите прощения, или вы тут, как-то тысячу реверансов раздаете и пытаетесь что-то объяснить. Нет, по пятерке мечей мы остаемся при своих принципах. Но, видимо, может быть, в ваш адрес, мои дорогие тельцы, будет больше добрых энергий, где-то нам об этом тоже сказали. И человек какой-то хочет с вами примириться. Вот я такое могу предположить. И не важно, что королева чаш нам выпадает как на личную жизнь, или эта королева. Одинаково, опять же, не рассматриваем по полу карту. Здесь кто-то пытается с вами упрочить контакты из личной жизни. И, по крайней мере, в эти 10 дней вы в этом будете наиболее ресурсны. То есть, может быть, прежний период это как раз телец искал, как и вариабельность помириться, или быть услышанным, или быть правильно понятым, например, да? И все это не получалось осуществить, или, где-то балансировать вам приходилось. А теперь в ваш адрес кто-то будет проявлять знаки внимания. И я все же больше вижу, что это либо ваши близкие, либо какая-то история любви. И ведь тут это тоже может быть даже из разряда каких-то друзей или вашего ближайшего круга общения. Тут о себе кто-то может напомнить. Ретро-Венера это все соответствует этому периоду. И может быть как и дружба, которая была прежде, а потом по каким-то причинам вы расстались с человеком, или просто человек исчез из вашей жизни без объяснений, тут тоже может появиться. Перекладывайте на себя. У кого-то банально, может быть, в вашей семье, когда, да, не поняли друг друга, а тут кто-то на мировую пойдет. И именно не с вашей стороны мировая, а с другой стороны вам будут изъявлять какие-то знаки внимания. И отчасти я не могу сказать, что это как-то для тельца... для вас это сразу как лед растает, да, вот мы говорим. Нет, тут, наверное, какой-то путь вы уже проделали, не одни башмаки стоптали, и вы где-то больше недоверчивы. Вот, правда, либо у кого-то было предательство, правда, по пятерке мечей я такое могу предположить, либо была какая-то некрасивая история, как-то некрасивый человек себя в ваш адрес повел, и неважно, близкого, далекого окружения. Я так думаю, что кому-то, по крайней мере, захочется с вами как минимум дружить, чтобы свести вот эту конфронтацию к нулю. И в этом вы сильны. То есть, если вы хотите, то вы можете как минимум установить какой-то нейтралитет. Нейтралитет, на мой взгляд, всегда лучше, чем конфронтация, потому что если есть конфронтация, всегда есть какой-то недруг. Поэтому вот такой тонкий нюанс. Хорошо, идем дальше. Сфера ваших достижений, мои дорогие, работы и денег. Рыцарь мечей. Правда и ничего, кроме правды. По рыцарю мечей вы можете внезапно, с учетом именно значения в этой колоде, куда-то поехать. К вам может приехать человек. Вы можете получить какие-то вести, к примеру, из высоких инстанций. Вы можете получить вести из налоговых органов. Для тех, мои дорогие тельцы, кто занимает руководящий пост, это могут быть проверяющие. Бунтарь без причины, никуда его не денешь, пусть не в этой колоде, но рыцарь мечей это как раз часто обозначает тех людей, которые иногда даже несколько предвзято врываются в нашу жизнь и пытаются в ней установить свои порядки. Но со знаком плюс это когда мы сами ищем правду
и мы ее находим. И карта ученого нам ведь где-то сказала, что вот есть у вас либо какой-то выбор, либо ситуация, которую вам обязательно нужно решить. Может быть, знаете, как уравнение с многими неизвестными, и вы действительно ищете правду. И поэтому я так думаю, что для кого-то будет необходимо просто куда-то поехать, либо в какие-то инстанции для того, чтобы выяснить, как в отношении вас работает закон. По рыцарю мечей есть перемещение, есть и движение, но для того, чтобы у нас что-то получилось со знаком плюс, мы должны учитывать законы, или мы должны учитывать какой-то регламент, мы должны детализировать что-то, мы не можем ошибиться. И даже если мы сталкиваемся с персонами, которые, нас воспринимают не очень, будем говорить, хорошо, или мы им не нравимся, но это не важно. Нам нужно решать свои вопросы, поэтому нейтральное абсолютное отношение к людям, и тогда для вас будет, наиболее открытый фарватер, наверное, вот та самая удача, откроет вам, возможно, свои врата, или у вас получится осуществить какой-то вопрос. Несмотря на то, повторюсь, что по рыцарю мечей иногда могут быть те люди в нашей жизни, которые, поначалу как раз больше настроены даже где-то против нас, или пытаются нас склонить к своему мнению, или просто обладают дурным характером. Вот такое тоже может быть. Но явных препятствий нет. И все же эта карта еще и скорость. Есть тут эта скорость по рыцарю мечей. Поэтому есть и то в ваших достижениях, работе и вопросах денег, чего вы не можете отложить на потом. Может быть, поэтому нам вот все эти карты, которые внизу и говорят, тут не время ни пустым надеждам, ни каким-то пустым ожиданиям, где-то и пока увеселительным мероприятиям тоже. Вот такой, по крайней мере, я вижу период с 1 по 10 апреля. Что же в личной жизни, мои дорогие тельцы? Любовь. Туз чаш. Любовь как со стороны близкого человека, любимого человека, знаки внимания, может быть и подарки, правда, у кого-то, или со стороны вашей семьи, какие-то добрые вести, может быть, и от детей. Самое разное, наверное, палитра, но по тузу чаш это то, что нас радует. Поэтому для тех, кто один или одна, тут очень хороший период задуматься, а так ли уж мне важно мое одиночество. И тогда нечего ожидать. Надо продумать, возможно, как поменять свой социум даже, или поменять имидж, или как мне расширить круг моего общения, чтобы больше добрых, искренних людей вошло в мою жизнь. Но есть о чем задуматься по личной жизни, но самое главное – добрые, хорошие энергии. Что же меняет вас самих или вашу жизнь? Работа и деньги. Вот так, ваша самодостаточность. Это, наверное, первый пункт, первый и последний, как альфа и омега. От чего нужно оттолкнуться и к чему прийти. Откуда к вам поступают деньги, в каком количестве, как вы их намереваетесь тратить. И ваша работа, может быть, вторичный заработок. Что-то продумать, как и по деньгам, как системы взаиморасчета. Или, возможно, построение карьеры у кого-то так. Это карта профессионала и преувеличение как своего дохода, так и увеличение как профессиональных навыков или освоение новых. И я всегда говорю, работай, и у тебя все получится. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Поэтому вы меняете себя сами. Но и в эти 10 дней удача на вашем пороге. Не упустите доброе время. Совет. Тут можно мне вообще молчать, мои дорогие тельцы. И правда, не упустите это время. Вот что там основополагающее может решаться в эти 10 дней? И ведь это могут быть не обязательно какие-то согласования по документам или какие-то важные встречи. Этого всего может быть очень много. Тут самое главное – концепция вашего направления жизни, фарватер вашей жизни. Потому что это то, что приходит в эти 10 дней. Скорее всего, вы этим будете заниматься еще 6-8 месяцев, то есть где-то до конца года. Для вас это будет ваш приоритет. Очень символично, что это где-то вы можете реализовать свою мечту до конца 2025 года. Или, по крайней мере, сделать очень правильные и уверенные шаги в этом направлении. Лилит или черная луна в Скорпионе как раз для вас где-то и открыть свои собственные возможности. И те возможности, которые касаются и денег, и заработков, вашего здоровья,
и вашего имиджа. Вот, наверное, вот эти 4 пункта, они в центре вашего внимания должны быть до конца года. И ни в коем случае нельзя поставить на второе место. А это где-то часто бывает, пусть не для всех, но для многих тельцов. Вы добрые люди. Вы любите своих близких. Вы чувствуете всегда меру ответственности. Но вот для вас именно вот в этот период не соскользнуть в те эмоции, когда захочется благодушествовать или когда захочется всем помогать. Вы сами по себе ресурсны, и кто-то может это видеть, даже пусть это близкие ваши, и даже наши близкие иногда нас воспринимают, если мы говорим о детях, пусть даже взрослых, мы ведь родители, нас воспринимают как помощников, как ни крути, правда, или советчиков, или мудрую поддержку. Но вот понимаете, да, это все должно остаться, но в каком-то новом контексте или ключе, потому что вы сами у себя, ваше солнце должно быть как в центре внимания, так и на первом месте. На кону новое качество жизни, и начинается это где-то в апреле. И я должна сказать, даже планетарно, вторая половина апреля для вас, когда будет постепенно, наверное, с каждым днем, может быть, неделей, все больше ясности. И Уран, который длительное время был в ретро-движении, он уже в вашем знаке, завершает свой 7-летний цикл. И вот эти последние месяцы до лета, он вышел из ретро, и теперь он уже в прямом движении. Он завершает какую-то свою работу в вашем знаке зодиака и больше показывает вам, демонстрирует, зачем вам был нужен вот этот 7-летний цикл или 7-летний путь, который был достаточно непростым, для чего это было нужно и как это можно применить на последующие годы. Одним словом, Солнце и Вселенная высшие силы вам помогают на вашей стороне, как и удача. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые тельцы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.